Всех приветствую, вы на канале Мистика. Почти все старинные города стоят на костях. Это не преувеличение, это факт. Посещая кладбище, много ли вы видели старинных могил? Их единицы. Курганы и захоронения монахов, чумные кладбища и деревенские погосты. На них сейчас построены кинотеатры, мосты и многоэтажки, посажены скверы. Сегодня хочу рассказать о городах, построенных на костях, о страшных кладбищах и необычных могилах и гробах, а также немного мистических историй. Захоронение людей еще живыми в давние времена было не редкостью. Доказано, наши предшественники не всегда хоронили мертвых. В районе Китай-города в 1920-е годы во время раскопок обнаружили 3 каменных гроба с вентиляционными трубами. Ходят байки, якобы сильные мира сего мстили своим врагам и хоронили своих недругов заживо. На самом же деле, во время холеры в XIX веке был разработан специальный гроб с вентиляцией и колоколом сверху. От него в гроб спускалась веревка, на всякий, так сказать, случай, если вдруг человек очнется, дабы его смогли быстренько откопать. Также родственники усопших устанавливали смотровые трубки с оконцами из толстого стекла. В те времена, когда свирепствовала холера и разные эпидемии, людей хоронили ошибочно еще живыми, так как очень трудно было определить, мертв ли человек. Мрачные случаи происходили на протяжении всей истории, но особенно распространены оказались в средние века. Во время вспышек эпидемий мертвых хоронили в тот же день, боясь заражения. Проводя эксгумации, некоторые из погребенных, судя по позам и состоянию тел, какое-то время были живы и пытались выбраться. Историй о людях, оказавшихся погребенными заживо или принятыми за мертвых, не такая уж редкость. Даже в наше время такое случается. Например, был забавный случай в 2011 году. В морге очнулся труп. Услышав звуки хэви-метал репетиции, это произошло в Симферополе, и таких историй множество. Например, великий поэт Петрарка проснулся также на своих похоронах. Кроме случайностей были и намеренные погребения заживо. Это казни в Китае, Древнем Риме и России XVII века. Заживо хоронили исключительно женщин, весталок, нарушивших обет девственности в Риме, и жен, убивших своих мужей в России. В любом случае, люди всегда имели представление о том, что существует шанс оказаться в могиле, еще будучи живым. Боязнь однажды очнуться живым в гробу под слоем земли называется тафофобией. Считается, что самый первый безопасный гроб был создан по заказу прусского генерал-фельдмаршала, масона и принца Брауншвейгского Фердинанда в 1792 году. Он очень боялся очнуться в гробу и даже предусмотрел несколько степеней защиты, вроде вентиляций и смотровых окон в склепе, а также замков гроба, которые открываются изнутри. XIX век стал веком безопасных гробов. Спустя 200 лет после бума тафофобии безопасные гробы все еще существуют. Итальянский бизнесмен Фабрицио Козелли построил на этом бизнес. Его гробы, известные на весь мир, снабжены системой оповещения по типу домофона, приспособлениями для дыхания и кардиостимулятором. Также там есть Wi-Fi, как бы это смешно ни звучало, чтобы очнувшемуся было чем заняться, пока его будут спасать. Вернемся к теме старинных кладбищ и историй, связанных с ними. В районе Сивцево-Вражка, возле храма святого Афанасия и Кирилла, в 1972 году обнаружили средневековое захоронение одних черепов. Говорят, на одном из московских приходских погостов были захоронены головы казненных по воле Ивана Грозного. Другая версия – это были погребенные головы московских стрельцов, казненных царем Петром. Один из черепов держал в зубах иконку. Считается, что были найдены следы древних казней. Стрелецкие полки в допетровские и петровские времена стояли именно в этой местности. А в 1930-е, исследовав палаты Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной,
археологи нашли скелет девушки с длинной косой. Возможно, девица была заточена в темнице. А знаете ли вы, что в конце 1930-х годов гранитные надгробия пошли на облицовку набережных? Говорят, что на них можно прочитать старинные эпитафии. А на Новой Басманной не замечали бордюрный камень с фразами «Гордимся», «Настанет». Это надгробная плита с уничтоженного кладбища при церкви святых Петра и Павла. Недавно надгробную плиту увезли, заменив на обычный бордюр. А слышали про останкинскую бабку-горбунью, которая насылает проклятия на тех, кто построил дома на древнем кладбище? В Харитоньевском переулке стоит дом Юсуповых. Основателем был богатейший в стране род. Абдул-Мурза был потомком ногайских ханов. В 17 веке перешел из мусульманства в православие и был за вероотступничество проклят. В каждом поколении все дети, кроме одного, умирали до 26 лет на протяжении 3 веков. А про призрак купца Саввы Морозова слышали? Его особняк на Спиридоновке был передан его вдове. По ее словам, ночью из кабинета доносились шорохи. На лестницах были слышны шаги покойного. В конечном итоге вдова не смогла там жить, и вскоре дом был продан. А также булгаковский кот на Тверской и экипаж с Кузнецкого моста, сев в который пассажиры бесследно исчезают. Огромное множество мистических историй таят в себе города, построенные на костях. Сколько же тайн хранят такие древние города России, как Керчь, Дербент, Старая Ладога, Великий Новгород, Ростов-Великий, Муром, Смоленск, Псков, Брянск, Владимир. Керчь практически ровесник Рима, был основан как Пантикопей между 610 и 590 годом до нашей эры, то есть более 2500 лет назад. А в городе есть склеп Диметры. Дербент отметил свое 2000-летие со дня рождения. В Дагестане есть мистический город-призрак Гамстуль, который находится на горе, и сейчас там нет ни одного поселенца. Старая Ладога, которая отметила свое 1268-летие и была первой столицей Древней Руси. Великий Новгород отметил 1162 год со дня своего образования. Ростов-Великий отметил 1159 лет со дня основания. Смоленску, Брянску, Пскову, Владимиру, Казани, Суздалю более 1000 лет. Интересно, видели ли жители этих городов старинные захоронения? Куда же делись останки наших предков? Все мы живем на чьих-то костях и мощах. Просто представьте, сколько умерших было за тысячелетия существования этих городов. Кладбища существовали при всех, без исключения храмах. Дома на месте уничтоженных церквей стоят в прямом смысле на костях. Расширяясь, мегаполис наступает на места захоронений, и многие из них уничтожаются, становятся площадками для строительства. В зоне строительства Кутузовского проспекта было 2 кладбища – православное Дорогомиловское и еврейское. На месте одного сейчас стоит жилой дом, а на месте второго – школа. Конечно же, не все останки были перенесены. В районе набережной Тараса Шевченко при строительстве тоже были обнаружены могильные плиты. Уничтожать кладбища в Москве и в Петербурге начали чуть более 200 лет назад. В 1748 году императрица Елизавета гостила в Москве, и ей очень не понравилось то, что по дороге из Кремля в Лефортовский дворец ей приходится проезжать мимо многочисленных погостов. В результате она повелела их уничтожить, причем не церемонясь, с уже имеющимися захоронениями. Ее указ от 2 июля 1748 года говорит: «Старые могилы все заровнять, склепы незасыпанные землею засыпать, а впредь тех приходов обывателям мертвых своих погребать в поле, и для этого отвесть удобные места за Мещанской слободою». По указу Елизаветы было уничтожено не менее 17 кладбищ, а новое место было найдено в Марьиной роще, где и появилось в том же году первое в Москве общественное кладбище – Лазаревское. Другой российский самодержец Павел I в свое время приказал уничтожить старообрядческое Преображенское кладбище. Учрежденное Елизаветой Лазаревское кладбище было снесено в 30-е годы прошлого века. На его месте теперь находится детский парк.
Тогда же было снесено кладбище Алексеевского монастыря. Сейчас на этом месте построены дома по Красносельскому переулку и по Верхней Красносельской улице Москвы. Одна из самых страшных находок была сделана уже в наши дни, во время реконструкции дома по Волхонке. В подвале было обнаружено массовое захоронение, найден был склад человеческих останков. Раскопав подвал на глубину до 3 метров, на нижнем уровне были древние могилы с плитами, а выше свалены останки, привезенные сюда в более позднее время. Считается, что в этот подвал перенесли захоронение из храма Христа Спасителя после того, как он был уничтожен. Там было более 3000 скелетов. Затем их куда-то вывезли, и местонахождение останков на данный момент неизвестно. По мере развития городов кладбища закрывались, а спустя некоторое время и забывались, после чего их территорию застраивали. Дома строятся везде, и не факт, что под ними никого не хоронили много веков назад. Если порассуждать немного, то все земли – это большое кладбище. И я думаю, что под каждым клочком земли лежит наше прошлое. До эпохи правления царя Петра I кладбищ на территории Руси практически не существовало. Это было связано с традиционным на то время обрядом сжигания тела усопших на костре, своеобразной кремации, после чего прах просто рассеивался по ветру. Между прочим, даже после издания официального запрета на кремирование покойников, многие люди все равно по традиции продолжали это делать. Так что первые кладбища на территории России появились в районе 1790 года. Каждые 20-30 лет поколения людей сменяются. А поэтому на сегодняшний день должны существовать тысячи кладбищ в районе всех без исключения городов и поселков. Почему же мы этого не наблюдаем, а видим прямо противоположную картину? То, что старых кладбищ осталось крайне мало, а те, что существуют, напоминают исторические места для туристов и людей, интересующихся прошлым. С начала 20 века количество кладбищ резко сократилось. При изучении и исследовании старых кладбищ можно найти интересные факты, касающиеся вспышек смертности в определенные периоды времени. Некоторые из них поддаются объяснению, но не все. К примеру, вспышка смертности в 1911 году объясняется болезнью и голодом, а в 1955-1960 годах ранами, полученными солдатами в период Великой Отечественной войны. Одной из загадок до сих пор является вспышка смертности 1860 года, причина которой так достоверно и неизвестна. Именно в эти годы вспышку холеры Александр Пушкин пережил в родовом имении в селе Большое Болдино, где написал Евгения Онегина, повести Белкина, маленькие трагедии, домик в Коломне и многие другие произведения. С 1852 по 1860 годы в большей части мира свирепствовала холера. За все это время от болезней погибло более 60 миллионов человек. Уму непостижимо, сколько же должно было остаться на нашей земле кладбищ и могил. Дарговс – село в пригороде Владикавказа, город мертвых. На одной усыпальнице почти стертая веками надпись «Обращение к потомкам». С любовью смотрите на нас, мы были такие, как вы, а вы будете такие же, как мы. Всем спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем добра, пока.